Друзья, всем привет! Новый коротенький выпуск на моем канале. Меня спрашивали часто в комментариях и в директ пишут, куда вообще сходить в Дохе, где лучше остановиться. Сейчас вкратце расскажу, какие места стоит посетить вообще, ну и где лучше по локации остановиться. Поехали! Номер один, как по мне, это Сук Вакиф. Арабское место такое, прям арабский рынок, где можно посидеть, попробовать арабскую еду, закупиться какими-то сувенирами, погулять. Просто там очень атмосферное место. Там, кстати, конная полиция также ходит. Сук Вакиф знаменит тем, что там посреди рынка находится такой вот прям огромный торчащий палец большой из земли золотого цвета. Вот такая прям точка узнаваемости этого рынка. Ну вообще, если вы хотите окунуться в арабскую культуру, почувствовать, как жили раньше, это прям number one. Стоит посетить это место. Так что это первая рекомендация, куда стоит съездить. Номер два – это музеи. Обязательно стоит посетить Национальный музей Катара и также музей исламского искусства. Они друг от друга недалеко находятся. И можно билет купить один на все музеи в Катаре. Его можно приобрести за 100 реал в Национальном музее Катара. Он в такой вот форме розы пустыни, Desert Rose. Такая вот интересная форма. Архитектор вдохновлялся вот этим вот природным явлением. Архитектор, кстати, очень знаменитый, из Франции. Он много чего построил. Зовут его... Вот так его зовут, я забыл, как зовут. Здесь вот имя укажу. Его работы. Следующее место, это уже больше для любителей шопинга. Это Виладжо, один из самых таких вот старых молов. Там внутри протекает такая река. Очень так интересно, в стиле Венеции сделано. Стоит его посетить. Находится он, если ехать в метро, станция метро Аль-Аль-Зизия. Это желтая ветка метро, конечная станция. И также самый такой вот новый и люксовый сейчас молл открыли. Это Вендом молл. Такой, прям с поющими там фонтанами. Очень все так помпезно, классно, красиво. Самый большой молл, кстати, в Катаре считается. Там разные люксовые бренды и не только. Да и, в принципе, там погулять можно. Вдоль набережной в том числе. Тоже стоит посетить это место, рекомендую. Здесь так же, как в Дубае, есть тоже насыпные острова. В частности, называется это «Жемчужина Катара», Pearl of Qatar. Тоже советую туда съездить. Там чуть-чуть другой мир такой, как будто вы попали в Европу. Такая вот одноэтажная Европа. Очень красиво. Много всяких люксовых ресторанчиков. Автомобили дорогие ездят. Много автосалонов дорогих автомобилей. Тоже там очень классно. Много таких вот яхт. Окунуться вот в люксовую жизнь Катара, чтобы нужно поехать вот туда. То есть Pearl — это одно из моих рекомендаций в том числе. Здесь, кстати, есть еще, помимо Дохи, есть город Лусаил. Местные его считают таким вот, типа, отдельным районом, но это считается как город. И там есть знаменитый такой вот бульвар Лусаил. Во время чемпионата мира там проходило много всяких, типа, фестивалей. Тоже советую туда съездить. Ориентиром будет такие вот 4 большие небоскреба, они одинаковой формы. Считается город будущего, о котором я, кстати, снимал отдельный ролик. Оставлю ссылку в комментарии, переходите, посмотрите. Чтобы вот посмотреть, куда движется Катар, направлении, куда они смотрят, также советую съездить в этот Лусаил. Можно также на метро добраться, это по красной ветке получается конечная станция. Лусаил Кьонби называется. И вообще советую, ребята, вам, кто приезжает
Катар с большего не тратить деньги на такси, хоть оно тут и недорогое, но можно ездить на метро. Купить просто Day Pass, билет, который можно целый день использовать, стоит он 6 риал, чуть меньше $2. И ездите безлимитно, пожалуйста, хоть в любую точку Катара. Вот, это были мои такие топ-места, которые следует посетить именно конкретно вот здесь вот в Дохе. Также есть еще Sea Line, такое место, где пустыня соприкасается с океаном, с морем. Ну, как бы это Индийский океан, Персидский залив впадает в Индийский океан, поэтому можно считать, что океан. Вот. Такое прям классное место, можно там сафари взять, покататься на квадроциклах, просто покупаться, кайфануть. Так что тоже обязательно к посещению. Рядом, кстати, с Сук-Вакифом, буквально там 200-300 метров, находится новый район Мушериб. В таком прям европейском стиле все сделано. Такая вот Германия как будто там современная. Можно там погулять, там очень много кофеен. Выглядит все так очень антуражно, современно. Рядом с Сук-Вакифом, чтобы вот не тратить время, можете сразу, кто едет на Сук-Вакиф, и дойти до Мушериба, вот этого района, и погулять там. Не пожалеете. Ну и также из этого места можно добраться в любую практически точку, там, если на такси, за более-менее вменяемые деньги. То есть недорого. И метро рядом есть, West Bay. Тоже можно добраться в любую точку West Bay. Очень быстро. Вообще советую скачать вам приложение, называется оно Visit Qatar. Там они указали все такие прям значимые места, куда стоит сходить. Вот Visit Qatar. Приложение вам реально здесь поможет. Я сейчас иду, кстати, вдоль Корниш набережной. Она около 7 километров протяженностью. Можно взять на прокат самокат электрический. Здесь тоже есть разные бренды. Lime, как в Европе, Sierra. Вот, взять самокат и просто вдоль набережной покататься, поездить. Такой классный экспириенс тоже. И рекомендация это больше для девушек, потому что я часто вижу, как русскоговорящие туристы, девушки особенно, надевают прям очень короткие юбки, ну прям очень короткие. Выходят на публику, по торговым центрам ходят. Ну, это все-таки не Дубай. Стоит это иметь в виду, что здесь можно загреметь и тюрягу за это. Так что одевайтесь все-таки чуть-чуть поскромнее, чтобы не вызывать к себе лишнего внимания. Вот новое место такое открылось. Это вроде бы, как пишут, что это самый большой аквапарк, по крайней мере, в этих вот странах, GCC. Находится он тоже недалеко от Вендамола, между Вендамолом и Перлом, жемчужиной Катара. Такой прям он огромный такой аквапарк сделали, развлекательный центр. Это от Риксоса отеля получается. Вот. Открытие как раз было 29 ноября было такое открытие официальное вроде бы. Я там еще не был, своим опытом поделиться не могу, но вот обязательно хочу туда попасть. Очень интересно. Вот видите, вон то здание с такой вот, типа, круглой штукой. Я думал всегда, что это какой-то ресторан. Но у меня никак не доходили ноги вообще туда сходить, спросить, что там такое. Вот я сейчас иду и решил зайти туда, посмотреть. Оказывается, вообще здание не работает. Вообще там никого нет. А ночью постоянно свет горит. И здесь большинство, кстати, я так понял, зданий просто как я не знаю, просто они есть, чтобы создавать такой вот вид. Небоскреб просто стоит, но на самом деле он не действующий. Кстати, вот меня удивило это. Из пляжей, кстати, могу посоветовать пляж Катара, публичный пляж. Есть еще классный пляж, называется B12.
B12, он платный, вход там стоит, по-моему, 100 реал, насколько я помню. Но он того стоит. То есть тебе там выдают и полотенце, и лежак отдельный. Да и, в принципе, пляж очень ухоженный, очень красиво там. Стоит съездить. Спрашивали еще, кстати, про ночную жизнь меня. Я снимал вообще отдельный ролик, кстати, про ночную жизнь. Я ходил в один из самых популярных клубов. Называется он Hyde. Там всегда очень много людей, ну, кроме воскресенья и понедельника. А в остальные дни прям очень много людей. По вторникам проходит, получается, такая вот латино-пати, латинские вечеринки. Те, кто любит латинскую музыку, стоит туда сходить. Ну и вообще, если вы турист и также хотите ощутить вот эту ночную жизнь, ну, можете сходить также. Находится он в Вест-Бэй. Особенно если вы остановитесь в Вест-Бэй, очень удобно. И с Вест-Бэя вообще тут очень много разных баров, ресторанов. Очень удобная локация. А вообще, если у вас будет еще возможность, поездите по таким нетуристическим местам. Съездите в какой-нибудь спальный район, погуляйте вот по этим вот улицам с разными там виллами, коттеджами. Тоже очень атмосферно и классно. Там много зелени, разных пальм, деревьев. Правда, живут они в таких вот, я бы сказал, наверное, однообразных, что ли, этих виллах. То есть плюс-минус они все на себя похожи. Ну все же, чтобы избежать вот этих вот небоскребов, поехать в какой-нибудь такой спокойный район, погулять там. Тоже в этом есть какой-то шарм. Это были, в общем, мои такие вот рекомендации, куда стоит съездить. Возможно, вы для себя откроете еще что-то новое, что я не открыл для себя. Кто знает еще какие-то крутые локации, оставляйте комментарии, кто здесь живет в Дохе. С радостью посещу. Есть у меня еще пару секретных локаций, но я пока о них говорить не буду. Возможно, в следующих роликах я оттуда сниму видео и расскажу о них. Да, кстати, я же рассказывал, что вот я живу в этом отеле уже достаточно давно. Месяцев 10 получается. Это в Вест-Бэй, в самом центре. Но нас выселяют. Почему выселяют и вообще, что, как так произошло, об этом я расскажу вам в следующих роликах. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.